Приветствую всех на своем канале, где мы читаем английскую литературу в оригинале. Недавно я с большим удовольствием перечитала повесть Алана Милна «Винни-Пух и все-все-все». И хочу предложить вашему вниманию перевод отрывка, в котором содержится игра слов. Игра слов – это очень интересное явление в художественной литературе, и каждый переводчик предложит вам свой уникальный вариант перевода игры слов. Я перевела отрывок, в котором Винни-Пух приходит к сове, чтобы сообщить о том, что у ослика Иа пропал хвост. И вот что у меня получилось. «Hello, Пух!» he said. «How's things?» «Привет, Пух!» сказала сова. «Как дела?» «Terrible and sad», said Пух, «because Ear, who is a friend of mine, has lost his tail». «Ужасно и грустно», сказал Пух, «потому что Иа, мой друг, потерял хвост». «And he's moping about it». И он очень расстроен этим. «So, could you very kindly tell me how to find it for him?» И не будешь ли ты тогда добра сказать мне, как найти его? «Well», said Owl. «Итак», сказала сова, «the customary procedure in such cases is as follows». Обычная процедура в таких случаях следующая. What does crusty many processed cake mean? Что обозначает бычья бандура? For I'm a bear of very little brain, and long words bother me. Я же мишка без мозгов, и длинные слова меня только расстраивают. It means the thing to do. Это обозначает, что надо сделать. As long as it means that, I don't mind, said Пух humbly. Но раз ты говоришь об этом, я не возражаю, сказал Пух скромно. The thing to do is as follows. Сделать надо следующее. First, issue a reward. Then, первая вещь – это вознаграждение. Just a moment, said Пух, holding up his paw. Минуточку, сказал Пух, поднимая лапу. What do we do to this? What you were saying? Что надо сделать? Что ты говорила? You sneezed just as you were going to tell me. Ты чихнула, когда собиралась это сказать. I didn't sneeze. Я не чихала. Yes, you did, Owl. Нет, ты чихнула, сова. Excuse me, Пух. I didn't. Извини, Пух, я не чихала. You can't sneeze without knowing it. Нельзя чихнуть, не зная об этом. Well, you can't know it without something having been sneezed. Но нельзя знать, что кто-то чихнул, если никто не чихал. What I said was... А я сказала следующее. First, issue a reward. Первая вещь – это вознаграждение. You're doing it again, said Пух sadly. И снова ты это сделала, сказал Пух грустно. Как видите, игра слов в этом отрывке строится на созвучии слова «issue» и звука чихания «апшхи». И я перевела это слово словом «вещь», в котором тоже содержится чихательный звук «щ». А теперь давайте вспомним, как обыгрывается этот смешной эпизод в нашем любимом мультфильме. Да, на кустике, как его, это, чертополоха. Будь здорова. Ну и что дальше? Ты как раз чихнула, когда собиралась сказать. Я не чихала. Нет, ты чихнула, сова. Извини, я тебя перебил. Прости, пожалуйста, Пух, но я не чихала. Нельзя же, понимаешь, чихнуть и даже не знать, что ты чихнула. Ну и нельзя знать, что кто-то чихнул, если никто не чихнул. Я тебе говорю... Извини, ты еще не досказала про шнурок. Да, ну, шнурок, ну, сначала я подумала, а вдруг там кто-нибудь живет? И я позвонила, и мне никто не ответил, вообще. Ну вот, опять чихнула. Будь здорова. Я позвонила еще раз. Будь здорова. И что? Потом еще. Будь здорова. А потом я позвонила очень громко Что такое? Он оторвался. Оторвался. Понятно. А так какой побой был.
никому не нужен, я взяла его домой. Сова, Что такое? а ведь он кому-то был очень нужен. Нужен? Интересно, кому-то он был нужен. Моему другу он очень любил его. Был к нему привязан. Если ты подаришь ему на день рождения этот шнурок, он будет просто счастлив. Будь здоров.